Здравствуйте, здравствуйте, мои дорогие друзья! Вы на канале «Иная реальность». Сегодня у нас интереснейший расклад в духе таких традиций, уже древних традиций. То есть у нас, смотрите, будет черный кристалл и белый кристалл. Две позиции. Для кого подойдет этот расклад? Он подойдет для незамужних женщин. Если вы совершенно свободны и хотите устроить свою личную жизнь, то этот расклад для вас. Если у вас есть, скажем так, воздыхатель, ухажер, и вы хотите проверить, сделает ли он вам предложение, тоже подойдет. Может быть, у вас есть два претендента, ну тогда можно две позиции послушать. Загадайте этих людей, послушайте обе позиции. Посмотрите, может быть, какие-то подсказочки пойдут. Может быть, один уже мужчина у вас есть, но вы не вполне в нем уверены, и поэтому хотите посмотреть и его, и, может быть, к вам на пороге стоит еще какой-нибудь мужчина, скоро появится. Тоже подойдет такой расклад. Суженый, ряженый, конечно, мы гадаем на то, чтобы отношения были официальные, да, чтобы они были зарегистрирован, да, был этот брак, и все было как у людей, да, то есть нам это важно. Если вам это не важно, ну, то вы тоже можете посмотреть, но у меня будут уточняющие вопросы просто на эту тему. И просто-напросто я сейчас достану одну карту. Это важный момент. Поэтому подумайте, визуализируйте, кого вы хотите видеть своим суженым, ряженым. В этой позиции. Ну как, готовы? Итак, повторяйте за мной. Суженый мой, ряженый, появись. Так, карта готова. На меня пригожую заглядись. Так, сейчас еще одну карту достану. Так, на меня пригожую заглядись. Дальше. А на небе звездочка высоко. Где ты, ясный сокол мой? Близко ли? Далеко. Пусть желанной буду я для тебя. И счастливой будет долюшка моя. Чтоб не встать разлучницы промеж нас, чтобы все исполнилось в добрый час. Ну вот, интересно? Итак, первая карта. Суженый мой, ряженый мой, появись. Первая карта будет говорить о том, какой будет у вас мужчина, какой типаж. Давайте посмотрим. Ух ты! Иерофант. Ну, что вам сказать, дорогие мои слушательницы? Иерофант – это мужчина, конечно, во-первых, он может действительно занимать какой-то серьезный пост, должность. Он может как-то связан быть с речью.
его слушают, его слова значимы. Это мужчина, который, для него очень важны семейные ценности. Как муж Иерофант просто великолепен. Просто великолепен. Иерофант, он стабильный, он в отношениях очень верный. Просто знает, как все должно быть правильно. Знает роль мужчины, роль женщины. Конечно, он хочет, чтобы к нему прислушивались. Когда он говорит, перебивать его не нужно. Вот единственная претензия, которая может быть от него, он не любит, чтобы его перебивали. Если вы готовы слушать, но вещи, которые он говорит, они всегда мудрые. Поэтому такого человека, в общем-то, стоит и послушать. Ну что ж, очень интересный мужчина. Вы можете, кстати, задавать еще дополнительные вопросы, если вас что-то интересует. Поскольку живой эфир, да, и мы можем работать совместно, да, творчески. Итак, карта номер 2. На меня пригожую заглядись. Это первое впечатление, которое вы произведете на мужчину. Представляете? Угу. Ну, он подумает, что вы такая себе на уме дама, цену себе знаете. Он как-то это сразу почувствует и, наверное, подумает, что надо очень хорошо подумать, прежде чем что-либо сказать или что-либо сделать. В принципе, это хорошо. Это хорошо. То есть он сразу почувствует в вас девушку очень серьезную. И, кстати, точно знающую, что ей нужно. Вот, он будет думать, насколько он соответствует. Но он точно обратит на вас сразу внимание, потому что вы будете себя вести как-то, независимо, не знаю, вот как-то так. Я бы сказала, вот она я какая, посмотрите на меня. Он увидит, что вы достаточно чувственная женщина, потому что кубки – это всегда говорят о том, что эмоции, чувства, но он все это в вас увидит, заметит. Вы привлечете его обаянием, какой-то женственностью. Он почувствует в вас настоящую женщину, достойную внимания. Это очень хорошо. Ирина, добрый вечер. Мы уже начали. Пожалуйста, загадай. У нас 2 позиции. Черный кристалл и белый, суженный, ряженый. Вот сейчас идет у нас первая позиция. Черный кристалл, потом будет белый. Тебе понятно? Я уже начала описывать, а мы идем дальше. 3-я карта. А на небе звездочка высоко. Итак, эта карта, будет ли соответствовать его личность тем идеалам, тем ожиданиям, насколько они совпадают с вашими. Добрый вечер. Добрый вечер, дорогие мои. Итак, ожидания ваши, вот вы же как-то себе представляете, да, мужчину? Насколько он будет соответствовать вашим ожиданиям. Как интересно. А на небе звездочка высоко. О, ну что вы, полностью. Это будет полностью, как будто бы вот вы его видели во сне, и вот он явился. Вы просто поймете сразу, это он. Это он. Потрясающе. Тут не убавить, не прибавить. У вас будет ощущение, что это вот судьба вас свела. Вы к нему отнесетесь даже еще более серьезно, чем он к вам. Потому что он мужчина заметный, понимаете? Он обращает на себя внимание. Иерофант – это всегда величина, это не рядовой мужчина, понимаете? Поэтому
хорошо, что он вас заметит, но вы его заметите обязательно, потому что он будет в центре внимания. Возможно, он даже будет что-то говорить со сцены, все на него будут смотреть, понимаете? И вот представьте себе, допустим, заметить человека из толпы, да, уже хорошо, если он, такой человек, обращает внимание, это прекрасно. То есть у вас очень статусный кавалер. Посмотрим, что будет дальше. Так, это у нас было «А на небе звездочка высоко». Где ты, ясный сокол мой, близко ли, далеко? А сейчас мы узнаем, когда может произойти знакомство. Интересно же, да? Близко ли, далеко? Ой, так он на пороге у вас. Он просто на пороге. Ну, до такой степени на пороге, что или вы его уже знаете, или вот-вот у вас может быть уже общение с этим человеком. Либо оно состоится, ну, просто вот-вот-вот, скоро-скоро-скоро. Потому что масть жезлов говорит о том, что это самая быстрая карта. Мужчина у вас прямо на пороге, либо вы его уже знаете. Если вы его знаете, то паж жезлов – это также какие-то новости о нем вы узнаете. Эвелина, добрый вечер. Так, добрый вечер, дорогие мои. Интересно вам? Напишите что-нибудь, я же для вас рассказываю. Я просто вот сейчас в таком... Мне так интересно самой, но мне хочется вашу еще реакцию. Так, смотрите, у вас какие-то вести, новости от этого мужчины или о нем. Если вы его не знаете, возможно, кто-то о нем будет вам говорить что-то. Ну, представьте себе, если он достаточно известный, популярный, да, мужчина, вот, то, конечно, могут от него, о нем кто-то может вам рассказывать. Давайте посмотрим дальше. Так, а дальше у нас «Пусть желанной буду я для тебя». Да. Итак, здесь мы сейчас узнаем, как он будет к вам относиться. Вот это самое главное. Ой, интересно. Боже, боже, ну лучше невозможно. Туз чаш – это любовь, это настоящее чувство. Дорогие мои, это первая позиция, вы знаете, просто, ну просто замечательная. Я вас поздравляю. Настоящая любовь, настоящие чувства. Как знаете, довольно это шанс, это дар, вы заслужили, вам идет это по судьбе. Развитие событий может быть очень стремительным, и обязательно оно будет очень, как вам сказать, не пропуская никаких стадий, то есть с ухаживаниями, обязательно с признанием в любви, предложение выйти замуж, если до этого дойдет, сейчас мы посмотрим, да, но все стадии вас ждут. Все будет вот как по нотам, правильно. И мужчина будет влюблен, по-настоящему в вас влюблен. Прекрасно. Так, идем дальше. Но вы сами видите, что карты очень хорошие. Так. И счастливой будет долюшка моя. Следующая карта расскажет, какие отношения могут быть между вами. Угу. Но сегодня просто карты нам, самые лучшие карты выпадают. Аркан Звезда говорит о том, что вы даже не представляете. Вы даже не представляете, какие будут прекрасные, гармоничные и, главное, возвышенные отношения. Скорее всего, обязательно будет сначала платоническое чувство. Вы будете долго-долго общаться. Возможно, даже, кстати, знакомство по интернету. Вы можете переписываться долго. Вам будет казаться, что
вы знаете, могут еще медленно отношения развиваться. Но я же говорю, вот здесь все стадии, потому что иерофант, он никогда не спешит. Вот ему нравится, когда все правильно, все идет как надо. Он знает, как надо. Здесь самое главное мужчине дать проявиться. Не надо его торопить. Может быть, знаете, девушки хотят побыстрее выйти замуж, некоторые, да? Ну, некоторые в кавычках, многие. А вот в данном случае наберитесь терпения, хотя любовь, вот я вижу, она сразу, он обратит на вас внимание, начнет ухаживать, но все-таки, знаете, все стадии надо пройти, не торопитесь. А так, ну, все прекрасно, то есть все, как вы задумали, все, как вы хотите, будет и даже лучше. И даже лучше. Вы когда желание загадываете, вы говорите, допустим, что вы хотите, и в конце всегда добавляете «или лучше». Не ограничивайте себя. Хочу то-то, то-то или даже больше. Хочу то-то, то-то или даже лучше. Вот здесь как раз тот случай. Дальше. Чтоб не стала разлучница промеж нас. Вот тоже важно, да, чтобы не было какой-то конкуренции. Это его отношение к верности. Вы знаете, человек ведь популярный, да, на него все смотрят, вокруг него много людей. Я совершенно не удивлюсь, что среди этих людей есть и женщины. Ну и вот тут очень важно, что не как к нему женщины относятся, поверьте, к этому мужчине женщины относятся очень хорошо. А вот как он относится к верности, насколько он устойчив, ну-ка, категорически. Никакой неверности он никогда не допустит. Ни за что. Иерофант вообще, конечно, он за семейные ценности. То есть и для него, чтобы вы знали, он, как вам объяснить, его нельзя как бы этим шантажировать или, как правильно сказать, испытывать, да. То есть, например, ну, когда ревность вы пытаетесь вызвать, в нем ревность, да, это будет ужасно. Это будет ужасная реакция. Ну, вот не советую играть в эти игры. Он себе этого не будет позволять. Ну, а вы такая девушка, я смотрю, сама себе на уме, кокетка вы, да. Поэтому смотрите, с этим мужчиной уж дорожите. Мужчина у вас очень хороший. Ну и последнее, самое интересное, чтобы все исполнилось в добрый час. Ну и, конечно, это насколько для вас будет значимым этот человек, какое место он займет в вашей жизни. Так, ну прямо сама с замиранием сердца смотрю. Боже мой, так это же просто исполнение всех желаний, друзья. Это законный брак. Это просто лучше невозможно. Лучше карты нет второго, дорогие мои. Вы представляете, как я рада, что вышла в живой эфир. Вот чтобы вас порадовать, чтобы вам вот такое сделать предсказание, вы знаете, это вот того стоит. Просто это того стоит. Ну что ж, давайте поаплодируем первой позиции. Черный кристалл. Напишите, понравилось ли вам, а мы будем переходить к следующей позиции. Так. Никогда я не делала никаких таких гаданий на суженого ряженого, но мне понравилось. Пишите, понравилось ли вам. Итак, мои дорогие, кто присоединился, пожалуйста, я убираю черный кристалл и я кладу белый. Так. Оля Павличенко пишет, понравилось. Мне самой, Олечка, очень понравилось.
Так, девочки, поддержите друг друга. Даже если у вас больше нет, ну, допустим, позиции, вы уже свою позицию прослушали и больше вы ничего не хотите, оставайтесь в эфире, давайте проявим женскую солидарность. Давайте. Давайте поддержим. Каждый из нас ведь хочет быть счастливым. Давайте поможем друг другу создать это поле любви, гармоничное, чудесное женское поле. Сегодня, наверное, только девочки с нами, но если смотрят мальчики, им хочется послушать нас, я только рада, пусть послушают. Но гадание сегодня для девочек. Для девочек. Итак, мои дорогие, Ольга говорит, состояние шока. Я рада. Я рада. Итак, я хорошо перемешала карты, и мы слушаем позицию номер 2, и это белый кристалл. Девочки, я буду произносить слова, а вы по возможности повторяйте за мной вслух. Это очень древняя такая присказка. Я хочу вам сказать, слова имеют значение. А если нет возможности повторять вслух, то тогда про себя повторяйте за мной. Итак, суженый мой ряженый, появись. Да, это другой человек, Ольга. Это или другой человек, или еще вам незнакомый вообще незнакомый человек. Итак, настраиваемся. Суженый мой ряженый, появись. Так, я с замиранием сердца достаю карту. Вот она. Следующее. На меня пригожую заглядись. Так. Сейчас я немножко перемешаю карты. Хочется все-таки. Первый расклад прошел просто замечательно. Сейчас хочется настроиться на второй, как-то отойти от первого. Так. Итак, на меня пригожую заглядись. А на небе звездочка высоко. Где ты, ясный сокол мой? Близко ли? Далеко. Пусть желанной буду я для тебя. И счастливой будет долюшка моя. Так. Чтоб не встретить разлучниц, не встать, извините, чтоб не встать разлучницы промеж нас. Чтобы все исполнилось в добрый час. Так, все готово для второй позиции. Ну что ж, давайте посмотрим. Итак, суженый мой ряженый, появись. И сейчас мы посмотрим, какой типаж будет у этого мужчины. Что это за человек, какой характер. Король чаш. Но это очень мягкий мужчина, знаток женского пола. Это мужчина, который умеет подобрать к женщине ключик, знает подход. Для семьи король чаш хорош, но он не лидер по натуре. Но если вам нужен
человек добрый, который любит детей, животных, который никогда вас не обидит. Вот это такой прекрасный мужчина. И он, конечно, умеет любить. Он умеет глубокие чувства испытывать. Это тот мужчина, который будет и цветы покупать, и стихи писать. Ну, что ж, посмотрим, что же дальше. Так, на меня пригожую заглядись. Это первое впечатление, которое вы произведете на мужчину. Давайте посмотрим. Так, вы знаете, у него может быть какое-то дежавю прямо. Вот он вас увидит, и вы ему напомните что-то из детства, какую-то первую любовь. Или он будет... вообще он к вам вот сразу сентиментальные чувства испытает какие-то. Вы ему покажетесь... вот я же говорю, король чаш, вот он так будет относиться как к ребенку. Вот видите, мальчик девочке дарит цветочки. Вот как я вам и сказала. Ему захочется взять вас под свою опеку. Ему покажется, что вы подходите на эту роль такой маленькой девочки, вот, которой он будет посвящать стихи, дарить подарки. Ну, в общем, пока все складывается. Это действительно по королю чаш, так и есть. Так, на меня, так, пригожую заглядись, следующее, а на небе звездочка высоко. И сейчас мы посмотрим, насколько такой типаж будет соответствовать, ну, вашим представлениям о мужчине. Такого ли мужчину вы на самом деле хотите? Я вам хочу сказать, иногда мы сами не знаем, что хотим. Вот сейчас мы узнаем. Ага, а вы бы хотели человека такого практичного, заботливого, да, но более такого стабильного. Вам, может быть, покажется, что он, знаете, как бывает, слишком много говорит или слишком много, ну, как сказать, слишком мягкий. Вы хотите какого-то человека более укоренившегося. А это такой типаж поэт, да, поэтический типаж. Вы хотите, чтобы человек был такой вот именно уравновешенный психологически. А вот король чаш, у него настроение может меняться, он может быть переменчивым, понимаете? Поэтому посмотрим, что дальше будет. То есть я бы не сказала, что этот мужчина полностью будет соответствовать вашим ожиданиям. Угу. Хорошо, посмотрим, что дальше. Так, где ты, ясный сокол мой, близко ли, далеко? И сейчас мы посмотрим, когда же произойдет знакомство. Да, близко, жезлы говорят о том, что да, но у меня вот такое впечатление, что это может быть мужчина, который, как вам сказать, а может быть, знаете что, возвращение даже какого-то бывшего мужчины. Вот у меня почему-то прослеживается, как вариант, потому что как бы такое вот ощущение, что он вас, видите, уже знает. Девятка говорит о том, что отношения уже прошли какой-то цикл. Посмотрим, что будет дальше, потому что жезлы говорят о том, что это вот-вот-вот, вот уже. Посмотрим, что дальше. Так, следующее. Пусть желанной буду я для тебя. И как он будет к вам относиться?
Но я же говорю, вот как может относиться король чаш? Король чаш будет, конечно, вами грезить, он будет о вас мечтать, он будет думать все время только о вас. Вы будете просто у него не выходить из головы, все мысли только о вас. И он будет перебирать варианты, что же еще сделать, чтобы как-то вас привлечь, приманить. Ну, в общем, мечтать. Он будет о вас мечтать. Да, впечатление вы на него производите очень неизгладимое. Но еще натура такая романтическая, надо отдать должное. Следующее. И счастливой будет долюшка моя. Какие отношения могут быть между вами? Прекрасные, гармоничные. Ах, вот оно что, смотрите. Вы будете себя чувствовать просто вот действительно королевой рядом с ним. Я понимаю, такой тип мужчины, который умеет женщину превозносить, подчеркнуть ее значимость, посадить ее на трон, поставить ее на пьедестал. То есть вот если вас нужно вашу душу отогреть, если вы хотите комплиментов, признаний, поклонения, вот этот мужчина, он сумеет в вас раскрыть эту женщину. Он вам покажет, какая вы красивая, какая вы потрясающая. Вы для него огромная ценность, вы для него настоящий бриллиант. У императрицы вот здесь Венера, на щите Венера – это символ настоящей женщины, это богиня. То есть вот именно он будет считать, что вы богиня, вы для него просто богиня. И вы будете себя так ощущать рядом с ним. Это прекрасно. Чтоб не встать разлучницы промеж нас, давайте посмотрим отношение мужчины к верности, насколько он верный. Он ценитель женского пола. Вы знаете, короли чаш, они действительно не пропускают, они отмечают женщин. То есть женщины для них что-то значат. А понимаете, он и вас сумел разглядеть такой бриллиант, потому что он акцентирован на женской энергетике. Вот здесь девятка пентаклей говорит о том, что он знаток и ценитель женского пола. Знаток и ценитель. Поэтому абсолютно нормально будет, если ваш мужчина, допустим, будет замечать других женщин. Вы должны быть к этому готовы. Конечно, нужно вести себя всегда корректно, да, но это мужчина, который, его вдохновляет женская красота. Здесь вам пожелание: всегда оставайтесь красивой, привлекательной, всегда будьте для него какой-то манкой, притягательной, потому что для него важна вот эта вот женская энергетика, он к ней тянется. Если вы будете ему это давать, то, конечно, он всегда будет только рядом с вами. И последнее, самое интересное, чтобы все исполнилось в добрый час. И мы узнаем, насколько значимы будут для вас эти взаимоотношения и какое место займет этот мужчина в вашей жизни. Так, ну что ж, интересно. Вы знаете, этот мужчина, он будет за вас бороться. Он действительно будет вас добиваться. Вот какой-то, скажем так, ответной реакции, добьется он ее от вас или нет, сейчас пока карты не говорят. Поэтому, но, что я вам хочу сказать, то, что вы встретите мужчину, которому вы понравитесь, который будет вами грезить, мечтать о вас и будет постоянно
добиваться вас, такого мужчину вы встретите, и он у вас на пороге. Вот, мои дорогие, вот такой получился расклад. Сами видите какой. Какая была первая и вторая позиция совершенно другая. Бывает, нас подводит интуиция. Бывает, мы неправильно загадываем позиции. Поэтому вы должны почувствовать своим сердечком, насколько вы были сейчас вот правильно настроены. Вы можете пересмотреть эти расклады второй раз. И я хочу сейчас выложить, знаете что, напоследок? Вы сейчас зададите любой вопрос, подумайте о нем, а я вам отвечу, да или нет. Наверняка, пока вы слушали, у вас созрели какие-нибудь, да, дополнительные вопросы. Подумайте хорошенечко, и когда будете готовы, скажите, напишите «Я готова». Хорошо? Так. Ну что ж, я, кажется, тоже готова. А вот какая карта, смотрите. Аркан умеренность. 14-й аркан. Вы знаете, такая хитрая карта. Это такой целительский аркан. Он говорит о том, что будет лучше. Вот, понимаете, здесь такая неоднозначная карта, я вам хочу сказать. Он говорит о том, что это, может быть, исполнится, но не сразу. По аркану умеренность не время, знаете как? Не время, надо подождать. То есть ответа нет, здесь нет такого ответа. Ответ «да» скорее «да», чем «нет». Но если вы ожидаете чего-то, то вам говорят, наберитесь терпения, видите, умеренность. Вам нужно, видимо, еще... Бывает так, что исцелиться от предыдущих отношений, понимаете? Человек не готов, либо вы не готовы, да, либо не готов тот еще человек, с которым вам предстоит встретиться, да, вот, и вы просто находитесь в такой еще трансформации, и вам нужно спокойно ждать. У вас есть время на то, чтобы привести мысли в порядок, четче осознать, что вам нужно. И здесь вот такой прозвучал ответ. Приходите ко мне снова и снова. До новых встреч. Пока-пока.